Зашла в Fix Price, но вот на этом стенде не все новинки. Тут сантиметр. Так, фломастеры, ручки, карандаши, все такое. Но я посмотрела, еще появились на другом стенде набор из 8 закладок магнитных. В общем, как-то так. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодняшний свой хобби-влог я хочу начать с того, что вот покажу вам такую свою покупку. Я в Fix Price приобрела гуашь Гамма. Дело в том, что у меня есть в качестве обычной гуаши вот такая вот. Тоже когда-то приобретала Fix Price, но еще до того, как начала раскрашивать, то есть она у меня очень-очень давно. Здесь просто 6 стандартных цветов. Ну и как бы, знаете, в основном я использую белый цвет. Здесь вот уже меньше половины. Ну, у меня, правда, еще отдельная баночка. Я, кажется, в Ашане покупала. Вот. Ну, а так редко использую. Ну, вот желтый еще для чего-то я там использовала. Ну, так, по чуть-чуть, понемножку. И потом я еще покупала вот такую Эрих Краузе пастельную гуашь. Ну, понятное дело, такая милота, как не купить. Но в целом, по факту, я ни той, ни другой особо не пользуюсь. То есть вот белая у меня идет делать вот губкой вот это вот на воде всякую пену, тому подобное. Это я, может быть, пару раз тоже делала фон, еще там всякие точки ставила. И как-то несколько раз я раскрашивала там вот в осенней раскраске, еще тут в какой-то я красила в Белоснежке, там, где трава, вот такими вот похлопывающими движениями делала. Там трава, цветочки. Ну и, в принципе, я стала как-то так задумываться, что, наверное, мне нужна гуашь какая-то посвежее. Ну, честно говоря, я даже в Fix Price и в Ашан приходила, смотрела, думаю, да нет, наверное, пока обойдусь этой, если нужно, смешаю что-то между собой, потому что цвета-то здесь основные. Но мне как-то понравилось использовать гуашь, я бы, возможно, хотела как-то ей поучиться раскрашивать. И сегодня я, когда была в Fix Price, я посмотрела сначала гуашь Луч, там было меньше, в принципе, цветов. А марку Луч я вообще очень люблю. Вот у меня, например, акрил обычный, перламутровый и металлик. Ну, понятно, что акрил бывает гораздо лучшего качества, но в целом для моих целей пока меня тот устраивает. Вот, а уж акварель у них просто чудо. Вот. Марку Гамма я особо не люблю, то есть акварель в кюветках мне нравится, акварель детская мне не нравится. Ну, в общем, решила, что так как-то посмотрела, луч подержала в руках, поставила на место, решила, что, наверное, не буду ничего покупать. А потом вдруг смотрю, гуашь вот вообще от Гамма такая вот, здесь 21 цвет, внушительная коробочка, я что-то повертела в руках и решила приобрести. Но я думала, что она будет стоить 250, наверное, рублей. Ну, в общем-то, я была готова заплатить, но мне, правда, продавец сказал, что он стоит 150. Но по чеку я, в общем-то, в итоге оказалась права, она стоит, 249. Ну, я подумала, что эта покупка достаточно хорошая. Здесь коробочка вот так открывается, и дальше коробка разделена на 2 части, здесь еще 2. Уж не знаю, что у них за странное такое разделение, но все это выглядит вот так. На самих баночках, только сверху написано Гамма, нигде ничего нет, никаких как бы номеров.
Но вот если посмотреть с обратной стороны, вот здесь вот есть название цветов, но опять это как-то не информативно. Лучше бы они как-то пронумеровали, но цвета самые обычные, там еще там изумрудная. Так вот. Я сделаю выкраску вот в блокнот сейчас на камеру. И, наверное, маркером проставлю здесь номера и проставлю эти же номера вот здесь. Ну и, соответственно, тут пронумерую, но просто вдруг это пригодится каким-то образом. Вот. В гуаши я ничего не понимаю. Поэтому то, что я скажу, как бы, да, это будет, ну, такое вот мое первое впечатление. Ну, вряд ли это будет как-то информативно. Ну, по крайней мере, как мне в комментариях, да, говорили, что гуашь должна быть как типа такая сметана, потому что вот эта гуашь, она достаточно жидкая, вот это очень густющая. Ну, а это я уже посмотрела, она, в принципе, именно такая средненькая. Ну, где-то вот жидкость так отделилась. Ну, давайте посмотрим. Что-то я сделаю на обычной скорости, да, в обычном режиме. Ну, а потом, наверное, что-то запущу на ускоренный. О, уже перепачкала. Ну, ладно. Здесь первое – это желтый цвет. Я воду специально сменила, но пока ждала, там видео смонтируется, я уже в другом блокноте немножко попробовала, мне не терпелось, поэтому в одном стаканчике вода грязная. Вот, подписывать я уже буду потом. Так, вот, наверное, так, лист разверну, мне просто так удобнее. Ну, я достаточно щедро набираю, не мелочусь. Так, сейчас я ракурс для себя поудобнее найду, чтобы мне было видно. Ну, мои, как бы, в принципе, первые впечатления, что ложится она вот вполне себе прилично. Но это мое такое мнение. И опять же, да, я здесь не делаю фон, а это самая обычная выкраска. Как оно будет в деле, не знаю. Вот здесь немножко жидкость отделилась, ну а в целом она... Мне кажется, что вроде бы как консистенция хорошая. Цвет очень красивый. Крышечки легко открываются, легко закрываются, что немаловажно. Вот такой вот цвет. Да, но здесь, я боюсь, будет не видно. Сейчас сделаю выкраску. Да, очень хороший и ценный цвет. Я думаю, что из основных все можно смешать, но вряд ли мне захочется этим заниматься. Максимум разбавить белым. Ну, конечно, например, желтый лучше, как мне кажется, ложится, выглядит на бумаге, чем, к примеру, вот этот. Этот, возможно, нужно в несколько слоев. Но это не самое плохое. То есть бывает реально плохо ложится. Это достаточно адекватно. Но немножко, как мне кажется, полоски вот видны. Так, сейчас промою, протру кисточку. Мне здесь в данном случае удобнее пользоваться ватным диском. Вот такой цвет. Так. Цвет очень красивый. Такой, наверное, надо почитать, как он называется. Коралловый, наверное, какой-нибудь. Ну, такое средненькое нанесение.
Но вообще, я вот сейчас, когда пробовала на обычном альбомном листе, ложилось все гораздо лучше. Вот я здесь пробовала, пока ждала. И мне кажется, что все ложилось получше. Здесь бумага вряд ли для этих целей, но так как я уже решила использовать этот альбом для выкрасок, я так и использую. Кстати, вот здесь вот у меня дервент угольный, и я когда сверху, ну так получилось, что я здесь опробовала вот гуашь, не перекрылась в 2 или в 3 слоя, но я, правда, и не знаю, должно ли перекрывать или нет. А так вот цвета, смотрите, очень даже красивые. Так, сейчас другой ватный диск возьму. Попробуем. Ой, вот этот вот оттенок прям очень красивый. Кстати, почти в цвет моих ногтей. Ну, чуть-чуть посветлее, что ли. Так, сейчас тоже так, пожирнее. Ну да, здесь вообще в основном все материалы ложатся не очень. Буду что-нибудь пробовать делать, экспериментировать. Меня почему-то вдруг потянуло на гуашь, меня заинтересовало. Там посмотрим. Возможно, какие-то раскраски, ну, не полностью, а какие-то интересующие меня иллюстрации я скачаю на пробу, посмотрю, и если получится все, как я думаю, тогда, наверное, закажу себе из серии Creative Heaven что-нибудь такое, где можно будет тоже поэкспериментировать. Вот здесь вот достаточно много жидкости отделилось. Тут, скорее всего, надо перемешать, но мне сейчас, честно говоря, не очень хочется этим заниматься, чисто для выкраски. Так, ну, наверное, остальное я сейчас все это на скорость поставлю. Быстро все без болтовни сделаю, точнее я просто озвучу, но это будет гораздо быстрее. Ну, а потом уже в конце что-то скажу, еще свое мнение. Мне цвета уже нравятся. Ну, так как я к гуаши еще не привыкла, поэтому с косяками иной раз набираю на кисточку, то много, то мало. Тоже мне вот очень этот цвет всегда нравится. У меня даже, я в Ашане видела такую, знаете, эмалированную посуду такого цвета. У меня даже была мысль купить. Ну, прикольный цвет. Вот серый вообще замечательно всегда. Надо еще сменить воду будет. Лениво, но сменю сейчас. Спасает то, что ватным диском вытираю еще дополнительно кисть. Ну, кстати, можно было на самом деле вытирать кисть бумажной салфеткой, потом споласкивать, потом ватным диском. Посмотрим, что этот за цвет. Я вот сначала по 3, потом по 4 в ряд сейчас выкрашиваю, потому что, ну, вот как стоят, чтобы удобнее сейчас было пронумеровать. Черный цвет, весьма приличный. Вот этот вот очень красивый. Не, вообще классно. Ух ты, оранжевый прям удачненький такой. А вот это так вообще классно. Вообще здесь удачные розовые. Я вот уже говорила, что, ну, я как бы не фанатка. Не, ну, понятно, что у них есть название у этих розовых, да, но я уже так говорю, розовые. Их оттенки всякие. Ну, красные нормальные.
Вот. Но, тем не менее, вот эти цвета, они классные, ну и в раскрасках, понятное дело, что розовый отлично пойдет, и там и в сочетании с желтым, да и не только с желтым, и с голубым. Вот этот зеленый хороший, коричневый, но это такой немножко в красноту, ну тоже сгодится. Я подписала здесь цифры, потом подписала то же самое вот здесь на выкраске. И еще шарпиками, ну так как они перманентные и в теории не должны стираться, я подписала вот здесь вот, ну вот, точно так же, аналогично. Ну, просто вдруг это как бы пригодится и будет удобно, например. Ну, мне как бы вот я сейчас так смотрю, тут все подсохло. Ну, как вы видите, такое средненькое покрытие, то есть не совсем плохо, бывает намного хуже. Вот, ну и, наверное, я так предполагаю, не идеально. Вот, но имеет место быть, так что я в целом покупкой довольна. Очень даже хорошая гуашь. Ну, по крайней мере, для моих каких-то целей подойдет, потому что я не уверена, что я буду какие-то прям делать однотонные вот эти все фоны. Нет, ну, может быть, я, конечно, разок попробую, может быть, даже и пойдет дело. Вот, тем более, что и здесь вот видно, что разные цвета по-разному ложатся. Вот, но я как бы именно для других целей приобретала, и я думаю, что для моих целей отлично подойдет. Хотя, знаете, для моих целей, наверное, все-таки даже 6 бы цветов вот тех хватило, потому что как раз и между собой смешивать, но с другой стороны, эти же тоже можно смешивать. Даже вот если любой этот цвет с белым смешать, то уже получатся те же самые пастельные оттенки, но более богатая палитра. Все уместилось на одном листочке с обратной стороны. Вот так вот. Потом я найду место для этой коробочки, но это будет как бы чуть позже. Скорее всего, у меня вся гуашь перекочует вот сюда. Маркеры повыше, ну, скорее всего, так. Я еще думаю, что нужно купить какие-нибудь, может быть, маркеры или брашпены, которые вот будут там бежевые, что-то такое вот. Ну, вот эти-то, наверное, протекают. Но у меня тут такая вот палитра есть, тоже смотрела. Хорошо бы что-нибудь купить вот такое и, наверное, вот такое. Камера передает более такой темный цвет, но посветлее. Так, и сейчас я приступлю к раскрашиванию. Так, закрою блокнот. У меня тут еще выкраска полихромосов, которые мне Оксана присылала, выкраску всех. В общем, сейчас я по плану решила взять «Мир животных», цветовой квест. Я выбрала для себя вот эту зверюгу милейшую. Уже приготовила заранее маркеры необходимых цветов. Ну и, конечно же, процесс покажу вам на камеру. Не переключайтесь. Приятного просмотра. Так, начну тоже по порядку. Пораскрашиваю на камеру, задействовав все цвета. Ну а потом уже, как всегда, буду доделывать за кадром, покажу результат. Потому что все, что по номерам, я результат показываю сразу или в следующем влоге. То есть не жду конца месяца, потому что тут все предсказуемо, в общем-то. Поэтому ничего страшного. Да, прям рыженькие цвета
тут такие суховатые. Ну а вот этот, я говорила, очень он мне нравится, красивый цвет. Такой необычный. Зеленый. Вот этот тоже очень красивый оттенок. Вообще, вот этот набор отличается еще от, вот, например, от Мазари, что тут необычные очень оттенки. Они как бы такие пастельные и вот, ну, я не знаю, в общем, классные. Хороший выбор не только в плане вот количества, а действительно очень приятные цвета, которые мало где встретишь. Потому что, допустим, у меня 48 цветов спиртовых Мазари, да, и там, ну, банальные оттенки, ну, разве что только вот самые нежные там такие есть, удачные. А Мазари, например, брашпены, там тоже, к сожалению, ну, очень много неудачных, флуоресцентных вот этих вот. И вроде много у меня там их, а в тот же момент, не знаю, как-то все очень неудачно. Тут еще так радуют вот эти серые цвета. Это вообще здорово. В том наборе мне их прям не хватало. Все-таки они много где идут. Иллюстрация готова. Я даже использовала, ну, в некоторых местах у маркера толстый наконечник, хотя обычно я всегда только тонким пользуюсь, но тут были достаточно большие пространства, поэтому вот было лучше и удобнее пользоваться толстым наконечником, а здесь было очень забавно. Я заметила, я красила, и поскольку, понятное дело, акварель протекает, а здесь термосалфетка, то есть дальше никуда пигмент не идет, то когда пигмент сюда попадал, он такими пузыриками везде вот так расходился, ну и так растекался достаточно ровно, как можно заметить. Вот. С обратной стороны прикольно. Так забавно выглядит. Но единственное, что некоторые вот маркеры, видите, затекают. Я подумала, ну, может быть, я где-нибудь попробую, если будет хорошо, то вдруг, может быть, нулевка сгодится, потому что как-то мне, ну, вот это напрягает. Но тут ничего с этим не поделаешь, как бы маркер реально, ну, как бы растекается. И не, ну, в основном я, конечно, везде старалась, получалось нормально, но в некоторых местах все-таки вот он вытек за контур. На этом влог я буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заглядывайте в Инстаграм 37 рыжая 38. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.